Привет, друг! Только представь, советский маршал Жуков боится мести мертвого Тамерлана. Альпийская мумия пятитысячелетней давности убивает 7 из тех, кто ее нашел. А самая большая гробница на планете до сих пор стоит запечатанной, и Китай боится ее вскрывать. Садись удобнее, и я все тебе расскажу. Тутанхамон. Это был полдень 4 ноября 1922 года в долине Царей, в нескольких километрах к западу от Луксора. Британский археолог Говард Картер расчищал последнюю ступень узкой каменной лестницы, которую его рабочие нашли днем ранее под фундаментом старого дома землекопов. За этой запечатанной дверью лежало то, чего египтология ждала 30 с лишним лет – единственная царская гробница 18-й династии, которой не коснулся ни один грабитель. Картер еще не знал, что через 5 месяцев, 5 апреля 1923 года, главный спонсор экспедиции, 5-й граф Карнарвон, умрет от заражения крови в каирском отеле «Континенталь». И что это будет только первая смерть из череды, которую современная наука до сих пор не сложила в одну общую картину. Сама гробница, обозначенная археологами кодом КВ-62, оказалась размером всего около 110 квадратных метров. Невероятно мало для фараона. Внутри лежали 4 золоченые реликвии ковчега, вложенные одна в другую, как матрешки. Каменный саркофаг, 3 гроба, 2 деревянных с золотым покрытием и 1 внутренний из чистого золота, весом 110 килограммов. На лицо мумии была надета та самая маска, которую сегодня знает каждый школьник. 11 килограммов золота, инкрустированных лазуритом, обсидианом, сердоликом и бирюзой. Гробница пролежала запечатанной чуть больше 3200 лет. Лорд Карнарвон был в числе первых, кто вошел в погребальную камеру 26 ноября 1922 года. По свидетельству американского египтолога Джеймса Брестеда, граф был веселым и жизнерадостным. В декабре того же года газета New York Times уже опубликовала анонимное предостережение. Тот, кто войдет в гробницу без должного уважения, не проживет и 6 недель. Через несколько месяцев Карнарвона укусил в щеку москит. Лорд порезался в месте укуса во время бритья. В рану попал стрептококк. Через 2 недели рожистое воспаление. Еще через 2 дня пневмония. Еще через несколько часов смерть. Графу было 57 лет. Официальная версия выглядит лаконично и убедительно. Карнарвон скончался от заражения крови, осложненного пневмонией. Стандартная причина смерти в эпоху до антибиотиков. Из 58 человек, присутствовавших при работах в гробнице, в течение последующих 12 лет умерли 8. Сам Картер прожил до 1939 года и умер в 64 от лимфомы. Американский научный скептик Джеймс Рэнди в 2002 году подсчитал, средняя продолжительность жизни проклятых после вскрытия гробницы составила 23 года. Это выше средней по эпохе. Никакого проклятия не было, все логично, кроме одной детали – в 1956 году канадский врач Джеффри Дим описал клиническую картину так называемой пещерной болезни. В герметично закрытых помещениях с органическими остатками тысячелетиями накапливаются споры опасных грибков, которые при первом контакте с воздухом могут вызвать тяжелый сепсис у людей с ослабленным иммунитетом. В 2024 году исследователь Росс Фэллоус опубликовал в журнале научных исследований «Журнал научных изысканий» другую гипотезу. Образцы из гробницы показывают аномально высокий уровень радиоактивного урана. Грибковая теория объясняет одних умерших, радиационная – других. Ни одна не объясняет всех. Особенно Артура Мейса, археолога экспедиции, в чьих тканях посмертно нашли мышьяк. Откуда мышьяк взялся в Каире 1928 года, английская наука не объясняет до сих пор. Гробница КВ-62 сегодня открыта для туристов. Маска Тутанхамона в Каирском музее. Сам фараон в той же камере, где Картер его нашел, в стеклянном саркофаге с климат-контролем. По данным египетских реставраторов, кожа мумии продолжает разрушаться от перепада влажности, которые создают сами посетители.
Что бы ни было причиной 8 смертей в десятилетие после 1922 года, оно никуда не делось. Оно просто стало настолько привычным, что его перестали считать аномалией. Тамерлан. Через 19 лет после Долины царей на другом конце Евразии повторилась та же сцена. Только теперь местные жители не стали писать в газеты. Они пришли к археологам сами. Шел июнь 1941 года. В Самарканде, в мавзолее Гур-Эмир, советская научная экспедиция готовилась вскрыть гробницу Тимура, того самого железного хромца, чья империя в XIV веке простиралась от Дамаска до Дели. Распоряжение пришло лично от Сталина. Работы по вскрытию гробницы Тимура в Самарканде начать не позднее мая. И Сталин. Зачем нужна была эта спешка, не объяснено в архивных документах до сих пор. Одна из версий – вождь рассчитывал найти золото, которое Тимур, по слухам, привез из походов на Иран и Индию. Другая, что советская власть хотела восстановить облик великого среднеазиатского правителя средствами антропологической реконструкции, как незадолго до этого был восстановлен облик Ярослава Мудрого. Экспедицию возглавили двое – математик Ташмухамед Ниязович Кары-Ниязов и ленинградский антрополог Михаил Михайлович Герасимов. С ними академик-востоковед Семенов, писатель Садриддин Айни и молодой кинооператор Ташкентской киностудии Малик Каюмов. Каюмову на тот момент было 29 лет. Через 60 с лишним лет он расскажет эту историю на камеру, и его рассказ войдет в фильм Первого канала «Проклятие Тимура» 2004. Но прежде чем камера начнет его записывать, он сам, оператором, снимет начало этой истории на кинопленку. 20 июня 1941 года, около 9 утра, рабочие установили домкраты под массивную нефритовую плиту, накрывающую саркофаг. Каюмов вышел в ближайшую чайхану выпить чая. Там сидели 3 старика. Один из них узнал оператора и заговорил с ним. Старики показали Каюмову старинную книгу, рукопись с арабской вязью, и через переводчика объяснили: в этой книге сказано: «Тот, кто откроет могилу Тимура, выпустит дух войны. Уйдет горе, придет большее горе». Каюмов вернулся к гробнице и попытался уговорить руководителей остановить работы. Его не послушали. Плиту подняли. Внутри саркофага лежал скелет с короткой левой ногой, сухой правой рукой и рыжей бородой. Тимур, умерший в 1405 году, опознан без сомнений. На следующее утро, 22 июня, по радио прозвучали слова Молотова о вторжении Германии. Официальная версия выглядит лаконично – совпадение. Перегоревшие прожекторы, странный запах и внезапный ветер в гробнице – обычное физическое следствие открытия запечатанного помещения с остатками камфоры и бальзамирующих масел. Перезахоронение Тимура состоялось 20 декабря 1942 года, а советская стратегическая операция «Уран», переломившая ход Сталинградской битвы, началась 19 ноября, за месяц до этого. Сам Герасимов, отвечая через несколько лет на вопросы о проклятии, писал: «Тимуридов перезахоранивали и в древности, и при этом ничего катастрофического не происходило. Надписи на саркофаге – стандартная угроза для расхитителей могил. Все это разумно, кроме одной детали. Каюмов снял на кинопленку не только вскрытие, но и саму чайхану со стариками. Пленка существует. Предупреждение было сделано до 22 июня 1941 года, а не после. Старики не знали, что через сутки начнется война. Они говорили о войне как о следствии, а не о предсказании по факту. И их предсказание сбылось. Малик Каюмов прожил до 95 лет и умер в 2010 году. До конца жизни он повторял одну и ту же фразу. Видите, и Жуков тоже поверил. По его словам, в 1942 году под Ржевом он добился встречи с маршалом Жуковым, рассказал ему все. И через несколько недель Сталин дал распоряжение перезахоронить Тимура с воинскими почестями. Гробница Гур-Эмир сегодня открыта для туристов. Нефритовая плита возвращена на место. Распоряжений вскрывать гробницу повторно не поступало ни от одного советского, российского или узбекского руководителя. Урок, по-видимому, сочли усвоенным. Эце. Через 50 лет после Тамерлана урок, преподанный Самаркандом, был, казалось, усвоен. Археология научилась осторожности.
Гробницы крупных властителей больше не вскрывали наспех на телекамеру. Но 19 сентября 1991 года в Эцтальских Альпах двое немецких туристов, библиотекарь Хельмут Симон из Нюрнберга и его жена Эрика, сошли с тропы, чтобы срезать путь, и в небольшой вымоине между двумя седловинами увидели человеческое тело, наполовину вмерзшее в лед. Они подумали, что наткнулись на пропавшего альпиниста. Они вызвали полицию. Через 5 дней приехавший из Инсбрука археолог Конрад Шпиндлер посмотрел на медный топор, лежавший рядом с трупом, и понял – это не альпинист. Этому человеку около 5300 лет. Эци, как его потом назвали по имени долины, оказался самой полной мумией каменного века в истории археологии. Возраст 45-46 лет, рост 165 сантиметров, вес 50 килограммов. Радиоуглеродный метод дал точную датировку смерти между 3239 и 3105 годами до нашей эры. Рядом с ним тисовый лук длиной почти в человеческий рост, 14 стрел в колчане из оленьей кожи, кремневый кинжал в плетеных ножнах, рюкзак на деревянной раме и медный топор такого качества, что металлургия региона должна была освоить эту технологию на 1000 лет позже. Через 10 лет компьютерная томография обнаружит у него в плече застрявший наконечник стрелы. Эци был убит выстрелом в спину. Анализ ДНК на его снаряжении показал кровь 4 разных людей, 2 на наконечниках стрел, 1 на ноже, 4 на одежде. Ему дали умереть в одиночестве на высоте 3200 метров. Официальная версия не предполагает никаких проклятий. В Альпах ежегодно гибнут десятки альпинистов, проводников и спасателей. Горы опасны по своей природе. Хельмут Симон погиб в снежной буре 2004 года потому, что в 70 лет все еще ходил в одиночные походы в высокогорье. Курта Фрица накрыла лавина, единственная жертва, потому что только он шел первым. Конрад Шпиндлер 10 лет жил с тяжелым неврологическим заболеванием. Том Лой страдал заболеванием крови задолго до того, как вообще услышал об Эци. Это статистика, а не закономерность. Все это разумно, кроме одной арифметики. Из 10-12 человек, имевших прямой контакт с мумией в первые годы исследований, к ноябрю 2005 года умерли 7 за 14 лет. Причем Дитер Варнеке, 45 лет, руководитель спасательной группы, искавшей Симона, умер от внезапного сердечного приступа через час после похорон Симона, никогда не жалуясь на сердце. Райнер Хен, судмедэксперт, переложивший тело в пластиковый мешок при транспортировке, погиб в автокатастрофе на пути к конференции, посвященной именно Эци. Райнер Хольц, журналист, был единственным, кому разрешили снимать освобождение мумии изо льда, и единственным журналистом в этом списке. Сам Шпиндлер за несколько недель до смерти в ответ на вопросы прессы о проклятии пошутил: «Чушь, выдумки журналистов. Вы теперь скажете, что следующий в списке я». Через 3 недели он умер. И еще одна деталь, которой современная наука пока не нашла ключа. На теле Эци 57 татуировок, короткие линии и кресты на спине, ногах, запястьях и щиколотках. В 1990-х годах исследователи из Инсбрука и Больцена наложили схему этих татуировок на схему точек акупунктуры китайской традиционной медицины. Совпадение оказалось почти полным, но китайская акупунктура впервые системно описана в трактате Хуанди Нэйцзин, каноне Желтого императора о внутреннем, основные части которого созданы в период воюющих царств между V и III веками до нашей эры, то есть на 2 с лишним тысячи лет позже Эци. Откуда житель альпийского высокогорья Медного века знал систему биологически активных точек, которая в Евразии будет описана только через 2500 лет? У современной медицины ответа нет. Эци сегодня лежит в специальной холодильной камере при минус 6 градусах в археологическом музее Южного Тироля в Больцано. Раз в несколько лет в камеру входит врач для технической проверки. Каждый такой визит фиксируется. Дождавшись окончания осмотра, врач выходит из камеры, закрывает дверь и обычно говорит одну и ту же фразу: «До следующего раза». Об отношении Эци к этим визитам наука данных не имеет. Принцесса Укока.
Через 2 года после Эци другая женщина, другое высокогорье, та же ледяная линза. Только это была не мужчина каменного века, замерзший на тропе. Эту женщину положили в землю с особым ритуалом и подняли наверх с куда менее ритуальной тщательностью. 31 июля 1993 года экспедиция Новосибирского института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук под руководством археолога Натальи Полосьмак работала на плато Укок, высокогорной степи на стыке 4 границ – России, Казахстана, Монголии и Китая. Высота 2500 метров. Курган Ак-Алаха-3, к которому подошла группа, уже выглядел разграбленным. Верхняя камера была пустой еще со скифских времен, но ниже, под перекрытием из 11 лиственничных бревен, обнаружилась вторая камера. И эта нетронутая. Внутри стоял деревянный саркофаг, заполненный льдом. Рядом, в ритуальном порядке, лежали останки 6 лошадей с седлами и сбруей. Лед растапливали несколько дней горячей водой, осторожно, чтобы не повредить содержимое. Под ним лежала молодая женщина, погребенная в позе эмбриона. 25-27 лет. Белая рубашка из шелка, привезенного из Китая через торговые пути за 1000 километров. Бордовая шерстяная юбка, войлочные носки, шуба. Прическа из шерсти, войлока и собственных волос, высотой 90 сантиметров. На поясе мраморные четки с кисточкой. В складках юбки курильница с семенами кориандра. На руках, плечах и пальцах татуировки фантастических животных. Олень с рогами козерога и клювом грифона. Снежный барс, баран. Возраст захоронения около 2500 лет. Пазырыкская культура Железного века. Магнитно-резонансная томография тела, выполненная в 2010 году в Сибирском отделении Академии наук, и обработанная компьютерными программами в 2014, дала диагноз через 25 веков после смерти. Рак молочной железы, 4-я стадия, метастазы. Болезнь развивалась минимум 3 года. Кроме этого, остеомиелит, перенесенный в детстве, и 3 черепно-мозговые травмы, полученные в последний месяц жизни. По одной из версий она упала с лошади. Анализ ДНК показал, что генетически женщина из Ак-Алахи была близка не современным алтайцам, а селькупам и кетам, народам Западной Сибири. Алтайцы, узнав об этом, все равно сочли ее своей прародительницей и назвали Ак-Кадын – белой госпожой. В момент вскрытия саркофага над плато Укок прошла гроза. После того, как мумию извлекли и подготовили к транспортировке, дважды отказала техника – 2 газика и 1 из двигателей вертолета. Сотрудники экспедиции списали это на изношенность советских машин. Через 10 лет, 27 сентября 2003 года, в 18:33 по местному времени, в 6 километрах от села Бельтир в Кошагачском районе той же республики Алтай, произошло землетрясение магнитудой 7,3 с гипоцентром на глубине 14,8 километра. Сотрясение почвы в эпицентре превысило 10 баллов по шкале медико-сейсмической. Поселок Бельтир был разрушен полностью, настолько, что его не стали восстанавливать, а построили заново, ближе к Кошагачу. По всей республике повредились 1889 жилых домов, 25 школ, 16 больниц. Это было самое сильное землетрясение на Алтае за 1,5 века и 3-е по магнитуде во всей России за период с 1991 по 2022 год. Жертв не было. Алтайцы вышли из домов за несколько часов до главного толчка, потому что собаки начали выть, а лошади заметались. После землетрясения по республике прокатилась волна обращений в правительство – вернуть мумию на место. В 1998 году, за 5 лет до землетрясения, Курултай Республики Алтай уже объявил Укок зоной покоя и запретил там раскопки. В 2014 году, после землетрясения и серии других событий, которые алтайцы связали с потревоженным захоронением, Совет старейшин республики официально потребовал захоронить мумию. Российский суд отказал. В 2012 году мумию перевезли из Новосибирска в Горно-Алтайск, в Национальный музей имени Анохина. Открывают ее для публики несколько дней в год, обычно ранним утром.
В 2025 году, 15 февраля, в той же сейсмической зоне, в нескольких километрах от Бельтира, произошло Бельтирское землетрясение магнитудой 6,4. Полосмак, отвечая на вопросы журналистов о проклятии, повторяет одну и ту же фразу: «Если бы она не захотела, я бы ее никогда не нашла». Что она хотела сказать, найдя себя, алтайцы и археологи понимают по-разному. Сейсмологи – никак. Их данные показывают только одно – разлом, идущий через Кошагачский район, действительно активизировался в 2003 году. По их моделям он будет активизироваться и дальше. Мумии Такла-Макан. Через несколько лет после того, как Полосмак закрыла камеру с алтайской женщиной, на другой стороне той же горной системы, в нескольких сотнях километров к юго-востоку от Укока, через перевал и государственную границу, повторился тот же сценарий. С одной разницей. Здесь захоронений было не одно, их оказалось несколько сотен. Пустыня Такла-Макам в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе на западе Китая – одна из самых сухих на планете. Местные говорят: кто вошел, не вышел. В этой пустыне, в Таримской впадине, в начале 20 века шведский путешественник Свен Гедин и британский археолог Аурель Стейн впервые сообщили миру о странных могилах среди песков. Систематически их начали раскапывать только в 1980-х. В 1980 году китайский археолог Му Шунь-ин обнаружила в окрестностях древнего города Лоулань тело молодой женщины, обернутое в шерстяной саван. Ее прозвали Лоуланьской красавицей. Возраст захоронения около 3800 лет. Рост 180 сантиметров. Светло-каштановые волосы, выступающая переносица, высокие скулы. Европеоидные черты лица в самом сердце Восточной Азии за 2000 лет до того, как сюда придет первый китаец. К 2010 году в районе Таримской впадины было найдено более 300 мумий. На могильнике Сяохэ, Малой речке, насчитали 350 погребений. 190 из них к моменту раскопок уже были разграблены или разрушены. Среди уцелевших 50-летний черченский мужчина, ростом почти 2 метра, с заплетенными в 2 косы седыми волосами, в одежде из войлока и шерсти. Рядом с ним 3-месячный младенец с маленькой бутылочкой, сделанной из коровьего рога, и соской из овечьего вымени. Радиоуглеродные датировки разбросаны по широкому диапазону от 18 века до нашей эры до 2 века нашей эры. 2000 лет непрерывного заселения этого места людьми, которых китайская историография в этом регионе вообще не предполагает. Анализы ДНК, выполненные в 2010-х годах международной группой под руководством профессора Виктора Мейера из Пенсильванского университета, дали результат, который до сих пор обсуждается с осторожностью. У всех проанализированных мужчин Y-хромосома относится к гаплогруппе R1AM17, характерной для Восточной Европы, Центральной Азии и Сибири, и крайне редко встречающейся в Китае. В 2021 году группа ученых опубликовала в журнале Nature, рецензируемом научном журнале «Природа», результат масштабного полногеномного исследования. Предки таримских мумий пришли не из Европы и не из Китая, а из Сибири, с Афонтовой горы под Красноярском и из района Байкала. То есть с тех самых мест, где 2000 лет спустя будут стоять курганы пазырыкской культуры. Текстильные исследования добавили еще один слой. Ткани, в которые были одеты черченский человек и другие представители таримской популяции, выполнены диагональным переплетением, тем же способом, которым в Европе бронзового и железного века ткали кельтский тартан. Это не случайное совпадение текстуры. Это технологическая сигнатура одной и той же традиции, растянутая на 7000 километров от Альп до пустыни Такла-Макан. И это 5-й случай. На 5 разных континентах, от долины Царей до Эцтальских Альп, от плато Укок до Таримской впадины, в 5 разных эпохах, от 32 века до нашей эры до 19 века нашей. Каждый раз древнее захоронение, которое после вскрытия дает результаты, выходящие за рамки той картины мира, которая существовала до его открытия. Каждый раз данные, которые наука регистрирует, но не складывает в общий ответ.
И каждый раз последствия, которые наука либо объясняет частично, либо не объясняет совсем. С таримскими мумиями последствия оказались политическими. Уйгуры, тюркоязычное мусульманское меньшинство Синьцзяна, считают мумии своими предками, несмотря на то, что их собственные предки пришли в этот регион не раньше X века нашей эры. Ханьские власти КНР с этой версией не согласны. После публикации генетических исследований 2000-х годов доступ иностранных ученых к мумиям был ограничен. Часть мумий, ранее экспонировавшаяся в музее Синьцзян-Уйгурского автономного района в Урумчи, была убрана из открытой экспозиции. Профессор Мейер в одном из интервью сказал коротко: «Тут никто не хочет узнать, кем эти люди были на самом деле». Кладбище Сяохэ сегодня по-прежнему стоит в пустыне. 350 могил, 190 из которых уже не существуют. 160 оставшихся пока в земле. Раскопки приостановлены. Кто и зачем когда-то пришел в эту пустыню, мы знаем уже на 40% больше, чем 40 лет назад. Что мы будем делать с этим знанием, пока не решено никем. Казимир IV, Ягеллончик. Это наши земли! После Такла-Макам, где гробницы оставались в песке 2000 лет, и до главной невскрытой гробницы планеты, нам нужно сделать остановку в Европе, в стране, где история еще не закончилась, и где ее в одной точке решили потревожить. Шел апрель 1973 года. Краков, Польская Народная Республика. Польская коммунистическая власть тех лет очень неохотно давала разрешение на любые работы, связанные с католическими святынями. А Вавельский собор был и остается главной национальной святыней Польши. В часовне Святого Креста этого собора с 1492 года покоились останки короля Казимира IV Ягеллончика и его супруги Елизаветы Габсбург. Казимир – один из самых успешных польских правителей в истории. 45 лет на престоле, победитель Тевтонского ордена в 13-летней войне, основатель династии, давшей королей Польше, Чехии, Венгрии и Литве. Гробницу для него высек немецкий скульптор Вейт Штос, и на крипте, по преданию, еще при жизни короля, появилась надпись: «Разрушитель этой работы будет проклят». Просьбы об эксгумации поступали в Ватикан и Краковскую епархию десятилетиями. Полякам важно было проверить, в каком состоянии находятся останки национального героя после Второй мировой войны, после немецкой оккупации, после советской армии, прошедшей через Краков в январе 1945 года. Польская коммунистическая власть отказывала. Разрешение пришло только тогда, когда его лично потребовал тогдашний краковский архиепископ, 52-летний кардинал Кароль Войтыла. Через 5,5 лет, 16 октября 1978 года, этот человек станет папой римским, Иоанном Павлом II. Но в апреле 1973 года Войтыла еще ничем не отличался от других польских клириков, кроме одного – упорства. Он добился разрешения на вскрытие. И группа из 12 ученых – археологи, историки, реставраторы, антропологи, один микробиолог – спустилась в часовню Святого Креста утром 13 апреля. Саркофаг был вскрыт. Внутри обнаружились два деревянных гроба – короля и королевы, почти полностью истлевших. Древесина рассыпалась при прикосновении. От тел остались скелетные фрагменты. Никаких сокровищ. Казимира хоронили без погребальных регалий по средневековой польской традиции. Ученые провели документацию, реставрационные работы, консервацию. 18 сентября 1973 года в Вавельском соборе состоялась торжественная церемония повторного захоронения с участием Войтылы. Все, по плану, должно было на этом закончиться. Через несколько дней после вскрытия умерли 4 от неясной инфекции, формулировка из официальных некрологов. Среди них не было пожилых, 3 были моложе 60. Через несколько недель после повторного захоронения от инсульта скончался главный специалист по консервации, входивший в группу. Через полгода от инсульта же умер архитектор, ответственный за реставрационные работы в часовне. Через год еще 3 от инсульта, через 2 – 1 от разрыва аневризмы.
К 1983 году за 10 лет из 12 человек, спустившихся в часовню Святого Креста утром 13 апреля 1973, в живых не осталось почти никого. Всего жертвами проклятия Ягеллончика, как это назвали польские газеты, к началу 1980-х считались 15 человек, прямо или косвенно связанных с эксгумацией. 12-й человек, входивший в группу, был микробиологом из Краковского сельскохозяйственного университета. Его звали Болеслав Смык. Накануне работы в крипте Смык, как и положено ученому, считал, что закрытое 500 лет помещение никакой реальной угрозы для здоровья не представляет. После нескольких часов рядом с останками у него заболела голова, появились боли в сердце, нарушилась координация. В последующие 2 недели бессонница, проблемы с концентрацией. Смык знал симптоматику отравления и понимал, что то, что он чувствует, это именно отравление. Вопрос был в том, чем. 30 июля 1973 года, через 3,5 месяца после вскрытия, Смык вернулся в часовню и взял образцы соскобов с коленной кости покойного короля. В лаборатории посевы дали ответ. На останках Казимира IV жил Aspergillus flavus, патогенный плесневый грибок, выделяющий афлатоксины. Те же самые афлатоксины, которые позже, в 1980-1990-х годах, будут обнаружены на коже мумий Долины Царей. Те самые афлатоксины, которые сегодня официальная медицина считает наиболее вероятным научным объяснением смертей в окружении Ховарда Картера через 60 лет после Тутанхамона. Скептики возражают. Афлатоксины опасны, но в концентрациях, обычно недостижимых при кратковременном контакте с одиночным захоронением. Документация симптомов в группе была расплывчатой. Аутопсии умерших исследователей не проводились. Грибок Aspergillus встречается практически в любой среде с повышенной влажностью. По их мнению, 15 смертей за 10 лет среди группы из 12 человек – это просто статистическое искажение, помноженное на эффект публичной известности. Возможно, но есть одна деталь, на которую скептики не отвечают. Кардинал Кароль Войтыла, инициатор вскрытия, прожил до 2 апреля 2005 года и умер в 84 года. Он лично присутствовал и при первом, и при повторном захоронении. Он входил в крипту, он стоял рядом с останками, и он за 25 лет до своей смерти стал одним из самых охраняемых людей на планете, окруженным лучшими врачами католического мира. Болеслав Смык, который первым диагностировал плесень на костях, прожил еще долгие десятилетия и умер в глубокой старости в 2020 году. 2 выживших из группы, оба занимали высокие должности и имели доступ к лучшей медицине Польской Народной Республики. Из тех, у кого его не было, к 1983 году не выжил никто. Часовня Святого Креста сегодня открыта для посетителей Вавельского собора. Туристам показывают саркофаг Казимира Ягеллончика и пересказывают историю проклятия, обычно как живописную легенду. Польские микробиологи рекомендуют входить в средневековые крипты только в респираторах. Никто из них с тех пор не настаивал на повторной эксгумации королевских останков. Ученый совет Вавеля в последний раз обсуждал такую возможность в 1990-х. Решение вынесли единогласное – не видим научной целесообразности. Это была первая и пока единственная эксгумация Казимира IV Ягеллончика за 533 года. Первый император. И вот мы подходим к последнему случаю, к самому большому, к тому, который показывает, что наука все-таки умеет учиться, но только тогда, когда цена урока становится слишком очевидной, чтобы ее игнорировать. 29 марта 1974 года в провинции Шэньси на северо-западе Китая у подножия горы Лишань крестьянин по имени Ян Джифа с 5 братьями и соседом Ван Пуджи копал колодец. 1,5 километра восточнее этого места возвышался искусственный холм, большой, ровный, поросший кустарником. Местные знали, что под холмом что-то есть. Местным легендам было больше 2000 лет. Знали, но не копали. Лопата Ян Джифа ушла в землю на 4 метра и уперлась в керамическую голову.
Через несколько недель на этом месте начались раскопки, которые до сих пор не закончились. То, что обнаружила китайская археология за следующие 50 лет, изменило представление о масштабе древнего мира. Терракотовая армия, больше 8 тысяч глиняных фигур в полный рост, ростом от 190 до 200 сантиметров, весом от 130 до 200 килограммов каждая, 130 колесниц, 670 лошадей. Каждая фигура индивидуальна, разные лица, разные прически, разные доспехи. Глина для статуи взята из разных регионов Объединенной империи. То есть транспортные возможности государства того времени были такими, какими их историки до 1974 года не предполагали. Эта армия стояла под землей в боевом порядке, лицом на восток, туда, откуда могла прийти угроза мертвому императору. И армия не была главным. Главное находилось в 1,5 километрах западнее, под рукотворной горой высотой 76 метров, гробница самого императора. Цинь Ши Хуанди, первый объединитель Китая, человек, достроивший Великую Стену и отменивший феодальные владения, начал строить себе мавзолей в 13 лет, сразу после восхождения на престол в 246 году до нашей эры. Строительство продолжалось 38 лет и потребовало труда более 700 тысяч человек. Цинь Ши Хуанди умер в 210 году до нашей эры, в возрасте 49 лет. Предположительно от отравления ртутью, которую его лекари прописывали как эликсир бессмертия. Через год после похорон началась гражданская война. Его наследников истребили, династия Цинь рухнула, гробницу запечатали навсегда. И 50 лет назад, когда Ян Джифа поднял из-под земли первую глиняную голову, Китайская академия наук приняла решение, которое на тот момент шокировало мировую археологию. Главную гробницу, ту самую под холмом, решили не вскрывать. Ни тогда, ни через 10 лет, ни через 20, ни сейчас. Решение это было обосновано 3 вещами, и каждая из них в отдельности кажется частной, но вместе они складываются в нечто большее. Первое. Сыма Тянь, придворный историк династии Хань, в своих исторических записках, написанных через 100 лет после смерти Цинь Ши Хуанди, описал устройство гробницы. По его словам, внутри подземный дворец с реками ртути, имитирующими Янцзы и Хуанхэ, механические арбалеты-самострелы, заряженные стрелять в любого, кто войдет, небесные созвездия из драгоценных камней, выложенные на потолке, и тысячи ремесленников, замурованных после церемонии похорон вместе со всем, что они сделали. Долгое время эти описания считались поэтической гиперболой. Второе. В 1980-х годах китайские геологи провели измерение почвы над курганом. Концентрация ртути в почве оказалась в разы выше нормы, не в одной точке, а в нескольких. В 2020 году исследование, опубликованное в журнале «Природа» Nature, повторило замеры с более точной аппаратурой и подтвердило результат. Сыма Тянь не лгал, реки ртути там есть. И третье. В 1974 году, когда терракотовых воинов начали извлекать из ям, исследователи обнаружили, что фигуры покрыты яркой полихромной краской, лаковыми пигментами разных цветов. При контакте с воздухом после 2000 лет в стабильной подземной атмосфере краска осыпалась за считанные минуты. Серые ряды воинов, которые сегодня видят туристы, это не оригинальный цвет. Это цвет того, что осталось после того, как наука к ним прикоснулась. Бывший директор музея гробницы Юань Джуни, проработавший на раскопках 40 лет, в одном из интервью сказал журналистам: «Позволить Цинь Ши Хуанди покоиться с миром вечно – это было бы идеально. Когда у нас не будет лучшей технологии, лучше не трогать». Современный план китайской археологии – исследовать гробницу только дистанционными методами. Георадар, мюонная томография – метод, использующий космические частицы для просвечивания плотных объектов. Никаких физических раскопок, ни в одном официальном документе, ни в одном плане ни одного института страны. Курган стоит, как стоял 2235 лет. Здесь, на этом 7-м случае, история, начавшаяся в долине царей в 1922 году и прошедшая через Самарканд, Альпы, Алтай, Такламакан и Казимир, делает свой последний поворот. Самая крупная невскрытая гробница в мире не вскрыта не потому, что в нее нельзя попасть. Технически можно.
Не потому, что ее охраняют арбалеты 2000-летней давности. Арбалеты, скорее всего, давно истлели. И не потому, что ее охраняют духи, а потому что наука посмотрела на свои собственные результаты за последние 100 лет и сделала вывод. 7 захоронений, 7 вскрытий, каждое из последствий. Тутанхамон, Тамерлан, Эци, Укок, Такламакан, Казимир. Наука объясняет частной причиной. Грибки, психология совпадений, высокогорные риски, тектонический разлом, политическое давление, тропическая болезнь. По отдельности каждое объяснение работает, сложить их в общий ответ никто не пытался. И именно поэтому самая большая гробница на планете до сих пор закрыта. Возможно, это совпадение, возможно, закономерность. Одно я знаю точно, в мире еще много удивительного. Давай изучать вместе. Жми лайк, подписку и колокольчик. Пока!